Всем привет! Сегодня я хочу попробовать салатик, очень вкусненький. Давайте попробуем его, наверное. И попробуем его дома повторить. Один в один. Давайте, пойдемте. Я думаю, вот этот салатик Наполи называется. А вот хочу вам показать, из чего он состоит, какие тут ингредиенты. Ингредиенты несложные, я думаю, каждый может дома приготовить. Правильно? Давайте немножечко возьмем и попробуем. Я вам хочу показать, насколько это блюдо выйдет. Я думаю, вот столечка хватит нам, чтобы мы попробовали, да? Ну что, пойдемте. Пойдемте пробовать. Идемте на кассу. Сколько с меня? Вот этот салатик мы сейчас отдаем за него. Нет, за него мы отдаем сейчас 183 рубля. Дома мы попробуем приготовить, на эту же сумму купить продукты и приготовить. Давайте попробуем. Ну, сначала мы попробуем его, что тут у нас входит, чтобы мы знали, какие ингредиенты, правильно? Сделаем такой небольшой обзор. Ну и вот наш чек. Приятного аппетита вам. Спасибо огромное. Да, пожалуйста. Да. По граммам тут 193 грамма. Килограмм салата такого стоит 950 рублей. В общем, вот эта порция на 183 рубля. Мы попробуем на 183 рубля купить такие же продукты и приготовить такой салат, который называется Наполи. Это итальянское блюдо. Ну что, давайте разбирать, что тут находится. Тут вот это вот, по-моему, тут находится вот эта вот курица. Сейчас попробую. Да. Очень нежная, мягкая курица. Это как бы похоже на отварную. И приправлена специями острый перец. Чувствуется остренькая курица немножко. И фасоль. Фасоль может быть отварная, может быть консервированная. Фасоль отварная. Также можно взять обычную консервированную фасольку. Думаю, без разницы. Чесночок чувствуется. Салат такой довольно остренький. И, наверное, зелень, петрушечка. Ну и майонез. Майонезу много, как я люблю. Майонеза прям много, как я люблю. В общем, курица прям нормально, такие кусочки, режутся большие вот такие кусочки. Ну что, я думаю, такой салатик мы можем приготовить, который называется Наполи. Салат очень вкусный, легкий в приготовлении и быстрый. Для этого нам понадобится куриная грудка, фасоль отварная, курица тоже отварная, также острый перчик молотый, майонез, чесночок, зелень петрушечки. Вот и все. Килограмм такого салата стоит 950 рублей. Мы взяли всего лишь 190 грамм на 183 рубля. На 183 рубля мы купим продукты, попробуем приготовить такой же салатик дома. Сколько же салата у нас получится на такую сумму? Ну что ж, поехали в магазин скупляться. Фасоль красная, вот такая 24-25 рублей, грубо скажем. Вот такая баночка. Возьмем одну баночку. Итак, фасоль у нас есть, нам нужна курица. Итак, возьмем две маленькие грудочки, вот таких вот. Килограмм стоит 200 рублей. Мы возьмем две грудочки, это грамм 300 получается по весу. Они маленькие грудочки взяли. Сейчас посмотрим, сколько по весу получится. По деньгам мы улаживаемся. 97 рублей. Отлично. Спасибо большое. У нас получилось 97 рублей. Итого 25. Грубо 130 рублей. Петрушку мы взвесили. Петрушку мы взяли на 19 рублей. Вот столько. Ну, меньше никак не получается. Так, нам нужен чеснок. Итак, мы взяли чеснока. Вот столько. Идем на кассу. Сейчас 83 кнопка. Кассу. Кнопка 83. Надеюсь, взвесится. Отлично, отлично. Чеснок у нас на 7,50 рублей. Отлично. Так, итого всего считаем. 97,15, 7,50, 19,32 петрушка. Ну и это стоит у нас 24, ну грубо 25. Так, возьмем один майонез, вот такой он стоит, 13 рублей грубо. У нас там 150, 163 рубля. У нас еще есть 20 рублей. Пойдемте за специями. Берем один перчик, вот такой он стоит 18 рублей. Цену я не могу найти, но я его пробила. Он стоит 18 рублей 90 копеек.
почти 19 рублей. То есть мы укладываемся полностью. Берем перчик. Вот и все, что нам понадобится для нашего салатика. Я думаю, я все взяла. Итак, поехали готовить. Так, наш чек 180 рублей. И сравниваем наш кофейничек 183 рубля. Отлично, идем готовить. Ну вот мы и на кухне. Продукты наши купленные, вот они. Смотрим, что у нас тут есть. По-моему, мы купили все. Ну, я думаю, так. Фасоль есть, перец у нас есть, майонез тоже, зелень тоже, зелени много, но она останется, ничего страшного, чеснока тоже много, она останется, это хорошо, запас будет. И у нас куриная грудочка, вот такая, у нас тут по весу 275 грамм, отлично. Итак, мы все подготовили, петрушку помыли, она нам должна немножечко обсохнуть. 3 зубчика чеснока мы почистили, у нас чеснока очень много осталось. Грудку куриную мы помыли хорошо, отправляем ее варить в кипящую воду и подсоленную. Подсаливаем водичку и отправляем наши грудочки вот так вот вариться. Варить минут 10-12 будем, не больше 12 минут. Как закипит, конфорочку немножечко прикрутим. Фасоль мы промыли, отправляем в чашку. Порубим мелко чесночок. Можете потереть на терке, можете придавить и вот так вот помельчить. Добавляем чесночок в чашку с фасолью, нарежем петрушечки. Петрушки я возьму, ну где-то половиночки, вот так вот. Мы очень много взяли петрушки, поэтому я порежу половиночку. Режем мелко-мелко. Вот так. Отправляем петрушечку, фасоль. Мясо мы припудрим перчиком острым. Потом мы тогда только будем отправлять нашу фасольку. Отправляем майонез. Вот и все. Ждем курицу. Закипела курица, снимаем пенку. Делаем 2-3 прокола вот так вот, чтобы быстро сварилась. И все, варим 10-12 минут, не больше. Убавляем конфорочку. Куриная грудочка у нас варится минут 11. Этого достаточно, она уже мягкая и полностью сварилась. Не перевариваем. Вынимаю сразу на досточку и дадим стыть, и потом уже будем нарезать. Куриная грудочка у нас чуть-чуть подостыла, мы ее порежем. Я думаю, она достаточно остыла, так что можно нарезать смело вот такими кусочками. Вот так мы ее порежем сейчас. Это сантиметр на сантиметр толщиной, вот примерно как мы и пробовали. Вот такими вот кусочками. Вот так вот, особо не мельчим. Так нарезаем всю куриную грудочку, вот такими вот кубиками. Я думаю, вот так, 1/3 чайной ложечки возьмем острого молотого перчика. Я думаю, это кому-то много будет. Для нас это нормально, так как мы ели, довольно остренький был салатик. Ну, в меру, конечно. Вот так вот присыпем каждый кусочек. Итак, курица остыла, все, она у нас так примариновалась, отлично. Отправляем все в нашу чашку. Ну и наш салат осталось перемешать и подать на стол, я думаю. Конечно же, у нас мяса больше получилось, так мы же делаем для себя. Вот так. Пахнет, не представляете, как вкусно. Ну что ж, наш салатик готов. Осталось нам его выложить на блюдо и подать на стол. Рецепт оставлю под видео в описании. Также под видео в описании найдете ссылочку на наш семейный канал, на Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Шапка невидимка.
Ну что ж, мои дорогие друзья, у нас получилось 600 грамм салата. И супчик, конечно же, сварили мы с этой курицей, с бульончика. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!